из всех слуг Гирирадж, он является самым лучшим. So this is a very, very big topic. Это очень большая тема. It's very kind of postgraduate discussion. Это, так сказать, уже абитуриентское изучение. And we don't have so much time left today. Это, у нас столько времени много не осталось, чтобы это все. But I want to give you a few thoughts about this topic. Я хотел бы просто поделиться с вами несколькими мыслями об этом. If we want to worship someone, Если мы хотим кому-то поклоняться, the best worship is when we understand their heart. самое лучшее поклонение — это когда мы понимаем их сердце. If your Gurudev, he has some liver disease, Если у вашего Гурудева, например, больна печень, and you want to serve him, и вы хотите как-то послужить ему, and you bring him some nice pakoras that are cooked in oil. и вы приносите ему хорошие покоры, которые приготовлены в масле. I like those pakoras, very good. Ну, мне нравятся эти покоры, очень хорошие. So Gurudev will also like. Поэтому Гурудеву тоже понравится. It's not good service. Это не самое лучшее служение. If you go to give the cows chewing gum, Если вы дадите корову, например, жвачку, it's not good service. это не хорошее You служение. should know what the cows like. Вы должны знать, что он любит коровы. I'll tell you something, a very simple thing, but a very good secret. Я вам скажу, что очень простой, но очень такой хороший секрет. This secret will make you very happy. Этот секрет сделает вас очень It счастливыми will give you lots of blessings. и даст вам много благословений. It'll be very good for your bhakti. И будет очень хорошим для вашего бхакти. You should buy a brush. Вы должны купить щетку. If you can't find the best brush, they have these kind of very stiff brushes like they use to take paint off the wall. Если у вас нет очень хорошей щетки, можно купить такую щетку, которую используют для того, чтобы сдирать краску со стен. And you go to the cows И пойдите к коровам. and you brush them. И просто потрите их этой щеткой. And you'll see. И увидите, Those cows become so happy. эти коровы станут столько счастливыми. And you'll be very happy. И вы будете очень And счастливы. they'll give you some blessing. И они дадут вам какие-то благословения. And it'll be very good for your bhakti. It's a very simple thing. Это будет хорошо для вашего бхакти. Это очень простое. You try this. Попытайтесь сделать. There was a cow. I'm sorry, I like to talk about cows sometimes. Я иногда люблю говорить о коровах. Была какая-то одна корова. Our Janmashtami Katha for 3 days is just about cows. Наша Джанмаштами катха обычно о коровах. When we were in New Mayapur in France a few years ago, Когда вы были в Новом Майяпуре во Франции несколько лет назад, I went to see the cows. я пошел, чтобы увидеться Because с cows are the коровами. most important. You always want to go see the most important persons. Потому что коровы очень важны, очень важные личности, а вы сами всегда идете увидеться с важными And the личностями. cowherd boy, the devotee there, who takes care of the cows. И там пастухи, которые заботятся о коровах. He showed us this amazing cow. She's very, very old. Они сказали, это очень удивительная корова, она очень-очень старая. She'd never had any babies. У нее никогда не было телят. And he said, it's an amazing thing. She's giving so much milk now. И сказали, это очень удивительно, но дает каждый день столько молока. Can a mother give milk if she doesn't have a baby? Может ли мать давать молоко, если нет How is ребенка? it possible? Как это возможно? We were very astonished. И мы были очень поражены. And he said, I said, well, what happened? How did this work out? А я спросил, как это случилось, как это происходит? He said, well, we started preaching to the devotees that they should come every day and brush the cows. Потому что он говорит, мы стали проповедовать преданным, что они должны приходить каждый день и тереть, чесать эту корову. And they started coming and brushing this cow, and she was liking so much. И они приходят и чешут эту корову, и ей это очень-очень нравится. She started giving milk. И она стала давать молоко. And now that milk we only use for the deities. И теперь это молоко мы используем только для божеств. It's so special. Только особенно. So Govardhan Leela is all about the cows, about the Brahmins, about Govardhan Hill. И эта история о Говардхане очень связана, все там поговорится о коровах, о Говардхане, и о браманах и так далее. It's about simple persons. О очень простых личностях. So if we want to understand someone, if we want to serve them, we should know who they are. Если мы понять хотим кого-то, если мы хотим служить им, мы должны понимать, кто они такие, What they like. что им нравится. So who was Giriraj Govardhan? И кто же такой Гирирадж Говардхан? The Garga Samhita describes. Гарга Самхита описывает. Girirajo Hare Rupam Shriman Govardhano Girihi Tasya Darshana Matrena Narayati Kitartatam. The Giriraj is directly Krishna. И Гирирадж это непосредственно Кришна. And anyone who has darshan of him won't take birth again. Любой, кто получит его даршан, больше никогда не родится. Narayan Bhatta Goswami is a grand disciple of Sanatana Goswami.
Нараян Бхатта Госвами – это ученик ученика Санатана Госвами. Narayan Bhatta Goswami discovered many of the most important sacred places in Braj. Нараян Бхатта Госвами открыл множество очень сокровенных, очень важных игр во Врадже. He's described Govardhan Hill. Он описывает холм Говардхан. Aisha Govardhana Sakshat Krishna Sevana Sansaya. Without any doubt, Giriraj is directly Krishna. Без всяких сомнений, Гирирадж – это сам Кришна. The Mathura Mahatmya, the Skanda Purana describes. Мадхура Махатмья Сканда Пурана описывает. Govardhanascha Bhagavan. The Giriraj is directly Bhagavan. Говардхан – это сам Бхагаван. But then the gopis are saying that he's a devotee. Но гопи же говорят, что он преданный. And some people, they say Giri Baba. Некоторые люди называют его Гири Баба. The Brijbasis, they like to address Govardhan Hill as Baba. Бриджбасе нравится обращаться к Говардхану как Баба. Srila Rupa Goswami describes in one of his prayers. Шрила Рупа Госвами описывает в одной из своих молитв. Giri Tatta Govardhana. Tatta means father. Тата означает отец. The Giriraj is a great father. Гирирадж – это большой отец. He takes care of everyone in Braj. Он заботится обо всех во Врадже. So that's another conception. Еще одна концепция. Who is Giriraj? Так кто же такой Гирирадж? We should think very deeply about it. Мы должны глубоко об этом поразмышлять. I worked on this topic for over 20 years, compiling different verses and things and thinking very deeply about it. Я думал об этой теме, работал над ней около 20 лет, собирая различные высказывания и составляя их вместе. What was the conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Каково было понимание или концепция читания Махапрабху? Well, sometimes Mahaprabhu worshipped him as a devotee, and sometimes he worshipped him as Krishna. Иногда читание Махапрабху поклонялся Говардхану как преданному, иногда он поклонялся ему как Кришне. He told Raghunath Das Goswami, Он сказал Рагунатху Даса "A Госвами. Shila Krishna Vigraha, this Shila I'm giving you, this rock, this is directly the deity of Krishna." Вот это Шила, я даю этот камень тебе, это сам Кришна. And Srila Prabhupada describes in his purport Шрила Прабхупада описывает в своем комментарии, that when Chaitanya Mahaprabhu gave that Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami, he was directly giving him Krishna. когда Чайтанья Махапрабху дал Рагунатху Даса Госвами эту Шилу, он непосредственно дал ему самого Кришну. So because of this, many devotees, when they worship Giriraj, they give him a flute and a peacock feather. Поэтому многие преданные, когда они поклоняются Гирираджу, они дают ему павлинье перо и флейту. Srup Damodar Goswami instructed Raghunath Das Goswami to worship Giriraj with Tulsi. Срупа Дамодара Госвами наставлял Рагунатху Даса Госвами, чтобы он поклонялся Гирираджу с помощью Туласи. But at the same time, Chaitanya Mahaprabhu sometimes saw Giriraj as a devotee. Но в то же время иногда Чайтанья Махапрабху смотрел на Гирираджа как на преданного. It's described by Srila Murari Gupta. Это описывает Шрила Мурари Гупта. He's written a Chaitanya Charit in Sanskrit, of pastimes of Mahaprabhu. Он написал на санскрите Чайтанья Чарит, это рассказ о биографии Господа He Чайтаньи. describes Chaitanya Mahaprabhu's words when he went to Braj and he saw Govardhan Hill. Он описывает слова Господа Чайтаньи, когда он отправился во Врадж и увидел холм Говардхан. Dhanyohu Ram, Dhanyohu Yam Giri Raja, Eva Jagati Shri Krishna Ramo Muda, Yatra Kridata Eva Santatamaho Gopala Balai Saha, Evam Jalpati Prema Purna Rasada, Shri Gaura Chandra Swayam, Shri Govardhan Eva Sagrahama Pita Pujayan Nityati. Throughout the whole universe, Giriraj Govardhan is the best of devotees. Во всей вселенной Гирирадж Говардхан это лучший из всех преданных. Shri Krishna Ramo Mura, here Krishna and Balaram are always playing in great bliss. Здесь Кришна и Баларам всегда играют в огромном блаженстве. Similarly, in Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami describes Подобным образом в Чайтанья Чаритамрите Кришна Кавираж Госвами описывает, that one day in Jagannath Puri, Mahaprabhu saw the hill known as Chatak Parvat, and he saw it as Govardhan Hill. однажды Господь Чайтанья Махапрабху увидел один холм Джагатха-Пури, и он смотрел на него как
на холм Гавардхан. And at that time, Chaitanya Mahaprabhu began to speak the words of Srimati Radharani. И в этот момент Чайтанья Махапрабху стал произносить слова Шримати Радхарани. Hantaya Madhurabala Haridasa Varyo Yad Rama Krishna Charanas Padasa Pramoda Manam Tanoti Sahago Ganayasta Yad Pani Suya Vasakanda Kanda Mulai. Hanta, she's exclaiming, hey. Он так восклицает: эй, Ханта, Hantayam, Abala, oh my dear gopis, my dear girls. о, мои дорогие гопи, мои дорогие девушки. If you're going to establish, what's his name? Albert Einstein, when he discovered the theory of relativity, E equals mc squared. Когда вы хотите установить, что вот Альберт Эйнштейн вот установил теорию относительности, что Е равно МЦ квадрат, Who did he go to prove it to? кому вы пойдете, чтобы это доказать? Did he go to the drunken bums on the streets in Kiev? Пойдете к каким-то пьяным бомжам на улицах Киева? Hey, check it out, man, see? E equals mc squared. Вот, чувак, посмотри, Е равно МЦ квадрат, правда? No, he went to the best scientists. Нет, он пошел к лучшему ученому. So similarly, when Srimati Radharani is declaring that Giriraj is the best of devotees, who is she speaking this to? И когда Шримати Радхарани заявляет, что Гавардхан это лучший из преданных, кому это говорит она? She's speaking to the gopis of Vrindavan, Она говорит с гопи Вриндавана market. на рынке. And how Giriraj serves Krishna in so many ways. Заметьте. Итак, есть различные образы, можно говорить об этом. This verse we could spend many months just describing this one verse. Мы можем просто много месяцев потратить, просто объясняя этот один стих. So then who is Giriraj? Итак, кто такой Гирирадж? Our Goswamis, in their prayers to Giriraj Govardhan, nowhere, not in any of their prayers, did they worship Giriraj as Krishna. Наши Госвами ни в одной из своих молитв, нигде они не упоминают и не поклоняются ему как Кришна, как Кришне. Very interesting. Это очень интересный момент. Raghunath Das Goswami was given Giriraj by Chaitanya Mahaprabhu personally. Рагунатха Дас Госвами получил камень Гирираджа лично Чайтаньи Махапрабху. And he's written 2 prayers to Giriraj. И он написал 2 молитвы, обращенные к Гирираджу. Both of them glorifying Giriraj as a devotee. Обе эти молитвы прославляют Гирираджа как преданного. Rupa Goswami's written 2 prayers to Giriraj, both of them as a devotee. Рупа Госвами написал 2 молитвы о Гирирадже, и оба как преданном. Vishwanath Chakravarti Thakur, they've written prayers only as Giriraj as a devotee. Санатана Госвами, Шанкар Чакраварти Такур тоже молитвы написали как преданным о Гирирадже. We spoke this first verse from Raghunath Das Goswami's prayers. Мы произносили этот первый стих из молитвы Рагунатха Дас Госвами. Nijapati Bujadam, that he says, Nijapati, your Lord is Krishna. Ниджапати, твой Господь, твой Господин это Кришна. Giriraj is a devotee. Гирирадж это преданный. So how do we understand all these things? Как же мы все это можем понять? And there's many different pramanas. Есть очень много разных праман доказательств. Similarly, in the Bhagavatam, Krishna says, Sailosmi, I am the mountain. Подобным образом в Бхагаватам Кришна говорит: Шайласми, я гора. But Krishna also says Кришна также говорит, that he spoke this Gopa Vishrambanam to give faith in the cowherd people. но также произносит это для того, чтобы дать веру пастухам. And Jiva Goswami in Krishna Sundarbha, he comments about this. Джива Госвами Кришна Сундарбхи комментирует об этом. And he says that although Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Он говорит, хотя Кришна является верховной личностью Бога, to bewilder the residents of Braj Bhumi чтобы сбить с толку обитателей Враджа-Бхуми, during the worship of Govardhan Hill, во время поклонения холму he Гавардхан, manifested an expansion of himself, он проявил экспансию себя and then he offered obeisances to that expansion. и приложил поклоны этому проявлению. In other words, he's making a difference between the hill and that giant form of Krishna. Иными словами, он проводит различия между холмом и гигантской формой Кришны. It's very complicated, huh? Очень, может быть, сложный момент, да? Very subtle. Очень такой тонкий. If we want to understand something about someone, you need to understand their origin.
Если мы хотим понять природу кого-то, мы должны понять природу, как они произошли. Many times we're doing book distribution, we look at some, oh, you're from Australia, aren't you? I can tell by your accent. И когда делаем распространение книг на улицах, например, мы можем сказать кому-то: «О, вы из Австралии, я вижу по вашему акценту». If they're actually from England and you ask them they're from Australia, they're going to be very annoyed with you. Если они на самом деле из Англии и сказали, что они из Австралии, а это им очень не понравится, они будут злы на вас. But people, they take pride where they're from. Люди гордятся тем, откуда они произошли. And we can understand something about them by their origin. Можем понять немножко о них благодаря их происхождению. So what is the origin of Govardhan Hill? Итак, каково же происхождение холма Говардхан? There are several different stories. Есть несколько различных историй. We found, I think, maybe 6 different stories. Мы нашли, наверное, 6 разных историй об этом. And our time's getting a little less now. У нас время так заканчивается сейчас. One story is there that Giriraj was born from the wife of Mount Drona, who's the king of the Himalayan mountains. Одна история описывает, что Гирадж родился у жены горы Дрона. Это, фактически царь всех Гималайских гор. And one day a rishi named Pulascha Muni came to Drona. Однажды Риша по имени Паласти Муни пришел к Дроне. He said, Maharaj, I'd like to beg some alms from you. Махарадж, я хотел бы просить у вас какое-то подаяние. Yes, what do you want? Да, чего вы хотите? I want your son, Govardhan. Я хочу твоего сына Говардхана. He said, you see, I live in Kashi. Kashi's a very flat place, so we'd like to have a nice mountain there. Понимаешь, я живу в Каше, это очень такое плоское место, хотел бы там какую-то горку себе поиметь. So Drona was crying, well, I can't refuse, I promised I would give him. Дрона плакал, я, конечно, не могу отказать, я должен ему дать то, что он просит. So Giriraj said, okay, I'll go with you, Гирадж сказал: хорошо, я пойду с тобой, but wherever you put me down, I'm going to stay there. но где бы ты меня ни поставила, там я останусь. Pulascha Muni was so powerful, he was carrying Govardhan in the air. Паласти Муни был настолько могучим, что он нес Говардхан по воздуху. And then they flew over Vrindavan. Затем они пролетали над Вриндаваном. And Giriraj, this is where I want to stay. Гирадж подумал: вот где бы я хотел остаться. So Giriraj had some mystic powers. У Гираджа есть определенные мистические And by his способности. mystic powers, he created in the body of that rishi the desire, the need to pass urine. И благодаря этим мистическим способностям он создал в теле этого Риши желание, так сказать, помочиться. And Pulascha Muni said, I really got to go. I'll just put you down here just for a minute. I'll be right back. И Паласти Муни поставил, говорит: мне сейчас надо отлучиться на пару минут, я тебе встал и вернусь обратно. But when he came back, Giriraj wouldn't move. Но когда он вернулся, Гирадж не So what is сдвинулся с this? места. Что такое? Giriraj said, I told you wherever you put me down, I'm not going to move. Гирадж сказал, что я сказал тебе, что ты поставишь, я оттуда не сдвинусь. Pulascha Muni said, I curse you, you're going to shrink the size of one mustard seed every day. Паласти Муни сказал: я проклинаю тебя, ты будешь уменьшаться на одну величину зерна горчичного зернышка каждый день. But the Vaishnavas say that Giriraj is shrinking even faster than that. Но Вайшнавы утверждают, что Гирадж уменьшается даже быстрее, чем это. How many of you here have been to Kusum Sarovar before? Raise your hand. Кто из вас здесь был на Кусум Саровере до этого? Okay. Can you see Govardhan Hill from Kusum Sarovar? Вы можете видеть холм Говардхан с Кусум Саровара? No. Нет, уже не But видно. in Chaitanya Charitamrita it says that when Mahaprabhu went there to Kusum Sarovar, he saw Govardhan Hill. Но в читании Чайтамрити говорится, что когда читание Махапрабху там был, он увидел Говардхан с Кусум Саровара. That was 500 years ago. Это было всего лишь 500 лет назад. And Giriraj has shrunk so much since then. Now you can't see him at Kusum Sarovar. И Говардхан уменьшился настолько с тех пор, что уже теперь не можете видеть его на Кусум Саровара. Another story seems to have come from Narayan Bhatta Goswami, this devotee we were talking about. И вот еще одна история, кажется, она происходит от Нараяна Бхатта Госвами, о нем мы говорили He как wrote a раз. very wonderful Sanskrit book called Braj Bhakti Vilas. Он написал одну книгу на санскрите, которую называют Брадж Бхакти Виласа. And sometimes we've translated some verses from that book in some of our magazines and things. Иногда мы переводим эти стихи из этого произведения в наших журналах. Those of you who've done Govardhan Parikrama, you may sometimes wonder, why are there so many deities of Hanuman everywhere around Govardhan? Иногда некоторые преданные удивляются, почему вокруг Говардхана, когда мы проводим парикраму, столько много божеств Ханумана. It's because Braj Bhakti Vilas gives some explanation. Потому что Браджа Бхакти Виласа приводит определенное объяснение этого. That when Lord Ramachandra, they were building the bridge to Lanka, Когда Господь Рамачандра строил мост на Ланку, everybody was carrying big stones. все приносили большие камни, Hanuman was carrying mountains. а Хануман приносил горы.
And he picked up Govardhan Hill И он поднял холм Говардхан from the Himalayas, and he started carrying him to Lanka. с Хималая и стал нести его на Ланку. And just as he got over Braj, И когда он уже пересекал Врадж, there was an Akashvani, a voice. и появился Акашвани, He бестересный said, you голос. don't need to bring the mountain, the bridge is finished. Тебе не нужно нести туда гору, потому что мост уже закончили. So then Hanuman put the mountain down. И тогда Хануман поставил на землю гору. And Giriraj became very annoyed. И Гирирадж очень сильно рассердился. This is really bad. Это очень Lord плохо. Ramachandra was going to put his feet on my head, Потому что Господь Рамачандра должен был поставить свою стопу на мою голову, and instead you put me here. а вместо этого ты поставил меня здесь. At that time, Lord Ramachandra, understanding the desire of Giriraj, appeared there И тогда Господь Рамачандра, понимая желание Говардхана, появился там. and told him, don't worry, in Dwarpar Yuga I'll come again as Krishna, Он сказал, не беспокойся, в два праюга я приду снова, как Кришна. and I'll walk on you at that time. И я буду в то время ходить по тебе. Another story is told by Narad Muni to Brinda Devi. Еще другая история описывает, как Нарада Муни говорил в Риндадеви. It's found in the Padma Purana. Ее можно найти в Падма-Пуране. It's a little complicated story. Очень такая сложная история. It says once there was a Brahman whose name was Govardhan, Говорится, что раньше жил браман по имени Говардхан. and he was worshipping Krishna. И он поклонялся Кришне. And Krishna appeared before him, Vishnu appeared before him, И Вишну, Кришна появился перед ним. and offered him a benediction. И предложил ему благословение. And that Brahman said, the benediction I would like, you should stand on me. И Браман сказал, благословение, которое я хочу, чтобы ты становился на меня. So according to Padma Purana, that Brahman got Sayuja Mukti. He got a form like that of the Lord. И говорится, что вот это в соответствии с этой Пураной, что Браман получил Саюджа Мукти, форму, подобную Господу. And that Brahman became Govardhan Hill. И этот Браман стал холмом This is Говардхан. a form of the Lord. Это форма Господа. And understanding that Brahman was hungry, И Krishna понимая, arranged for the Anukut festival to give him lots of food. что Браман был голоден, Кришна организовал церемонию Анакут, чтобы дать ему множество еды. We went to great trouble to get a rare book called the Maheshwar Tantra. У нас достаточно трудно нам было достать одну книгу по названию Махешвара Тантра. The Maheshwar Tantra is cited by some Brijbasis as the origin of Govardhan Hill story. Махешвара Тантра, как говорят Бриджабаси, там описывается история происхождения Гирираджа. Well, we went through the entire book, and the story I'm about to tell you, we didn't find in the Maheshwar Tantra. Мы просмотрели всю книгу, и историю, которую сейчас скажу, она не была найдена нами в Махешвара Тантре. But sometimes there's different editions of books, Но есть разные издания книг. and the story may be found in one book and not found in another edition. Эту историю можно найти в одной книге, но в другом издании вы это не найдете. So anyway, the story there is like this. Это вот такая история, сейчас расскажу. That once in the previous Yuga cycle, previous Dibya Yuga, Однажды в предыдущей Дивья-юге, в другом цикле, Parvati, the wife of Lord Shiva, had given her necklace, her jeweled necklace, to Narad Muni as a benediction. Парвати, жена Господа Шивы, дала свое жемчужное ожерелье Нараде Муни как благословение. And Narad Muni accidentally dropped it on the ground, И Нарада Муни случайно уронил его на землю. and it became Govardhan Hill. И она стала холмом Говардхан. No? Не знаю. So these stories are nice, Это хорошая but they история. don't talk about the origin, or we would say in English, the genesis of Giriraj. Но они не говорят о происхождении, или, как говорится, генезу Гирираджа на английском They говорится. directly or indirectly they speak about Giriraj as existing before he was brought to Braj. Они говорят немножко о том, как Говардхан выглядел, или где он родился до того, как он пришел во Врадж. We only know of two explanations, two stories about the very primal origin of Giriraj. Мы знаем всего лишь две истории о такой первородном происхождении Гирираджа. These are found in the Bhavishya Purana and in the Garga Samhita. Их можно найти в Бхавишья Пуране и в Гарга Самхите. The Bhavishya Purana gives a little bit of a funny story. Бхавишья Пурана дает немножко такую смешную историю. It says that Radha and Krishna were once doing austerities for 1,000 years. Говорится, что Радха и Кришна как-то совершали аскезы в течение 1000 лет. And a brilliant effulgence came from their body, И яркое ослепительное сияние изошло из их тел, from which the entire Braj Mandala was manifested. благодаря которому проявилась вся Браджа Мандала.
21 different energies emanated from different parts of their body. 21 вид разных энергий проявился из разных частей их тела. 10 energies came from their Panchgyanendriya, their knowledge-acquiring senses. 10 энергий произошли из панча-генендрия, то есть их познающих органов чувств. And 5 came from there. То есть 5, не 10, а 5 And 5 произошло. came from the Panchkarmendriya, their knowledge-acquiring senses. А 5 пришли из панч-кармендрия, то есть те, которые совершают действия органы чувств. And those 10 energies turned into 10 villages. И эти 10 энергий так, превратились в 10 деревень. Gokul, Barsana, Nandagam, Bandiravan, Mathura, Braj, Jamuna, Manya, Shreyaska, and Gopika. 10 energies were born from the 5 objects, Panchatanmatra. 5 энергий, то есть 10 энергий были произведены из вот этой панчатамантра, 5 видов энергии. It's really like, what's the word, Kapila, it's like Sankhya. Это как философия самки, помните, So там much 4 numbers элемента. and this and that. Там количество Very цифр. unusual description. Очень необычное объяснение. And then the verse describes, Тем стих описывает. Manasa prakrite jato girya govardhano mahan divyam vrindavanam drisva paramanandam apasa. From the energy emanating from their minds Из энергии, которая изошла из их ума, was born Govardhan Hill. родился Говардхан холл. Divyam vrindavanam drisva, when Giriraj saw Vrindavan, И когда Гирирадж увидел Вриндаван, paramanandam apasa, he became very, very happy. он стал очень-очень счастливым. A little bit of a strange story. Немножко странная история. We should understand different Vedic literatures describe things in different ways for different types of persons. Мы понимать должны, что различные ведические произведения описывают различные ситуации по-разному для разных видов людей. For persons who have great faith in Sankhya Yoga, this is a nice description. Для людей, которых имеют сильную веру в санхи-йогу, это очень хорошее объяснение. But there's another description given in the Garga Samhita. Но есть еще одно объяснение, которое приводится в Гарга-самхите. This appears in the 3rd canto, Оно описывается в третьей песне. and it's said there that once, after dancing with the Braj Gopikas, Krishna became very pleased with them. Он описывает, что как-то протанцевал с Раджа Гопиками, Кришна был очень рад ими. This was really good. Это очень хорошо. Spasiba. Спасибо. I want to give you a benediction. What do you want? Я хочу дать вам благословение, что вы хотите. So, not just any of the gopis, but Srimati Radharani personally requested. Не просто какая-то гопи, а лично Шримати Радхарани попросила. Yadi rase prasano si mama premna jagatpate tadaham pratanan tvam tu karomi manasi stitam. She said, my dear Lord, if you're really pleased with my love in this Ras dance, Она сказала, мой дорогой Господь, если ты на самом деле доволен мной в этом танце раса, then I have a desire in my heart. то у меня есть одно желание в сердце. Krishna said, whatever you want, Сказал, все, что захочешь, tell me. говори. And she said the following. И она сказала следующее. Vrindavane divya nikunja parshve Krishna tate rasa rasaya yogyam rahastalam tvam kurutan manogyam manorata yamama deva deva. O Deva Deva, Lord of Lords. О, Дева, Дева, Господь, Господь, Господь. Vrindavane divya nikunja parshve, in the splendid Vrindavan forest, В этом сияющем лесу Вриндавана, in a very secluded, beautiful place. в очень уединенном, прекрасном месте. Krishna is the Jamuna. Кришна — это Ямуна. Krishna Tate, they're on the bank of the Jamuna. Они находятся на берегу Ямуны. Rasa Rasaya Yogyam, please make a place for the Ras Leela. Пожалуйста, создай место для раса Лилы. This is my desire. Таково мое желание. Because Srimati Radharani, she just wants to please Krishna more and more. Потому что Шримати Радхарани хочет от Кришны все больше и больше. That's all she wants. Это все, что она хочет. So when Krishna asks her, what benediction do you want? I just want to please you. I would like you should create the best place for the Ras Leela. И когда Кришна спрашивает, он говорит, это доставит мне удовольствие, говорит Шримати Радхарани, чтобы ты создал самое лучшее место для раса Лилы. Krishna said, Tatastu, so be it. Кришна говорит, татастху, да будет так. And then the Garga Samhita says, Тогда Гарга Самхита говорит, Tadaiva Krishna Hridaya Gopi Vyuhasya Pashyata
Nirgatam sajalam tejo anuragasyeva chankuram. At that time, Gopi view hasya pashyata, while the army of gopis were watching. В то время как армия Гопи смотрела на это, Anuragasyeva chanka, there's an ankur, a sprout. появился такой источник, A sprout of росток, deep love that came from the heart of Krishna росток глубокой любви, который зашел из сердца Кришны, in the form of fire and water. в форме огня и воды. It came out from Krishna's heart. И он изошел из сердца Кришны It landed on the ground. и опустился на землю. And it started growing into a giant mountain. И стал расти в гигантскую гору. He said at first that love of Krishna was 800,000 miles wide and 8 billion miles long. То есть, за что эта любовь Кришны была 800 миль в ширину и 800 миллиардов миль в длину. 4 billion miles tall. И 4 миллиарда миль в высоту. Krishna's personified love came from his heart Олицетворенная любовь к Кришне изошла из его сердца in the form of a great mountain. в форме великой горы. Everybody in Braj started getting really nervous. И все в Радже очень стали нервничать. This mountain is 4 billion miles long. It's going to crush everybody. Эта гора 4 миллиарда миль в длину, она сейчас всех Krishna раздавит. gave him a big slap. Кришна тогда дал большую такую шлепок. Stop growing so much. А ну прекрати расти так быстро. Control yourself. Контролируй себя. Krishna's love for Radharani is unlimited. Любовь Кришны к Радхарани безгранична. Giriraj is Krishna's personified love for Radha. Гирирадж — это олицетворенная любовь Кришны к Радхе. Just as Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, Так же, как Чайтанья Махапрабху является he's Кришной, Vishnu Tattva. это Вишну Татва. Just as Advaita Charya is also Vishnu Tattva. Так же, как Адвайтачарья, также Вишну Татва. Nityananda Prabhu, Нитянанда Прабху, Lakshman, Лакшман, Ananta Sesh, Нанташеша. they're all Bhagavan. Они все являются But they're in the Бхагаваном. mood of a devotee. Но они находятся в настроении преданного. So Giriraj is Krishna. И поэтому Гирирадж также Giriraj Кришна. came from the heart of Krishna. Гирирадж зашел из сердца Кришны. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Чайтанья Махапрабху — это Кришна. But Radha Bhava Dyuti Savalitam Nomi Krishna Sarupam, he's in the mood of a devotee. Но он в настроении преданного. Giriraj is also Krishna, Гирирадж — это также Кришна. but he's in the mood of a devotee. Но он в настроении преданного. Because Giriraj is Krishna's personified love for Radha. Потому что Гирирадж — это олицетворенная любовь Кришны к I know Радхе. we're a little late. I'm going to just finish with one verse. Я знаю, что мы уже и так уже задержались, но закончу одним стихом. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his prayers to Giriraj, he says, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих молитвах Гирираджу говорит: Vena bhavet kim haridasa varyo padashrayam bhaktir-tashrayami yam eva swaprema nijasayo shri govardhano me dishatam abhishtam. O Giriraj, Govardhano me dishatam abhishtam, you have fulfilled my abhishtam, my desire. О Гирирадж, пожалуйста, исполни мою абишту, мое желание. He says, Vena bhavet kim haridasa varyo, unless you worship Giriraj as a devotee. До тех пор, пока ты не будешь поклоняться Гирираджу как преданному, Then yam eva swaprema, you can't get the love that Giriraj has. ты не сможешь обрести ту любовь, которую обладает Гирирадж. What is Giriraj's love? А какая любовь Гирираджа? Giriraj, who is in the heart of Krishna? Кто находится в сердце Кришны? Srimati Radharani is in the heart of Krishna, Шримати Радхарани в сердце just Кришны. as Krishna is in the heart of Radha. Так же, как Кришна в сердце Радхи. Krishna, he's manifested Giriraj, his personified love for Radharani. Как Кришна проявил Гирираджа, как олицетворенную свою любовь, целенную любовь к Радхарани, Jiva Goswami writes, Джива Госвами пишет: Krishna prema moi Radha, Radha prema moi Hari. That Radharani is just made out of pure love for Krishna, and Krishna is made out of love for Radha. Радхарани сделана, соткана из чистой любви к Кришне, так же, как Кришна создана из чистой любви к Радхарани. Krishna chitta stita Radha, Radha chitta stita Hari. Radharani is fixed in the heart of Krishna, and Krishna is fixed in the heart of Radha. Радхарани находится в сердце Кришны, а Кришна находится в сердце Радхарани. So Giriraj is Krishna's personified love for Radha,
Гирирадж — это олицетворенная любовь Кришны к Радхе. In response to Radharani's direct request В ответ на прямую просьбу Радхарани, to make a place for the Ras Leela. чтобы он создал место для Расалилы. What does it mean to make a place for the Ras Leela? Что это означает создать место для Расалилы? It means to bring Radha and Krishna together. Это означает свести Радху и Кришну вместе. Some Vaishnavas worship Giriraj as Hari Dev, or Krishna holding up Govardhan Hill. Некоторые вайшнавы поклоняются Гавардхану как Харидеву, то есть как Кришне, который держит холм Гавардхану. And they say that if you worship Giriraj as Hari Dev, И они говорят, что если будете поклоняться Гирираджу как Харидеву, then you can get residence in Vrindavan. то вы сможете обрести обитель, возможность жить во Вриндаване. But if you worship him as Hari Das, Но если будете поклоняться ему как Харидасу, you get something else. то обретете нечто иное. You get the mood of Giriraj. Вы обретете настроение Гирираджа. Therefore, Vishwanath Chakravarti Thakur says, Yam eva swaprema, you get the swaprema, the love that Giriraj has. Поэтому Вишванат Чакраварти Такур говорит, вы обретете любовь, свапрему Гирираджа. What is the love that Giriraj has? А какой любовью He обладает wants to bring Гирираджа? Radha and Krishna together. Он хочет, чтобы Радха и Кришна вместе That's his встретились. whole purpose, Это вся его цель. to be a place for the Ras Leela. Быть местом для Расалилы. What do we call it technically when that person, who do we call the person who wants to bring Radha and Krishna together? Как называют ту личность технически, как бы, который хочет организовать встречу Радхи и Кришны? We call them manjaris, Мы их называем манджари. the young gopis Маленькие гопи, who want to bring Radha and Krishna together. которые хотят устроить встречу Радхи и And Кришны. this is why our Goswamis, they understand that Giriraj is Krishna, Поэтому наши Госвами воспринимают Гирираджа как Кришну. but our 6 Goswamis are all gopi manjaris. Но все наши 6 Госвами — это гопи манджари. And this is why in all their prayers, they worship Giriraj Govardhan as a devotee. Поэтому во всех своих молитвах они поклоняются Гирираджу как преданному. Because Vishwanath Chakravarti Thakur says, Потому что Вишванатха Чакраварти Такур так говорит. Vinabhavat Kim Haridasavar, unless you worship him as a devotee, До тех пор, пока ты не будешь поклоняться ему как преданному, you can't get his love. ты не сможешь обрести его And любовь. this is what our Goswamis want. Это то, чего хотят наши Госвами. So this is some little secrets about the origin of Giriraj. Небольшой секрет о происхождении Гирираджа. Thank you so much for coming the last few days. I felt a lot of inspiration from your association. Спасибо большое, что приходили последние дни. Я чувствовал большое вдохновение от вашего общения. I spoke a very big thing today, I know, Я знаю, что много сегодня рассказал, я понимаю. and I had to do it very quickly. Должен был сказать это очень быстро. Still, we're 15 minutes late. Тем не менее, мы 15 минут уже They're going to задержались. come and beat me with sticks. Сейчас они придут, будут бить по голове меня палками. Please forgive me. Пожалуйста, простите If you меня. want to try to understand what we were speaking, something more, Если вы хотите еще больше понять о том, о чем мы сегодня говорили, it's a long article explaining all these things much more in depth. есть большая статья в этом журнале, которая еще больше подробнее объясняет вот это все. So thank you so much for your association. Спасибо огромное за ваше общение. Bolo Giriraj Maharaj ke, Shri Krishna Bhagavan ke, Shiva Prabhupada ke, Premanande, Panchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Милости Манананда Прабхуки. Дорогие вайшнавы, с большой болью в сердце